Это видео будет полезно тем, кто у меня сейчас обучается в закрытом чате, кто знаком с моими системами, или для тех, кто рассматривает возможность создания своей собственной системы, либо стратегии. Вот это, на мой взгляд, то, что мы сегодня будем обсуждать, очень важно. Потому что многие трейдеры тупо следуют правилу. Это принесет вам деньги. Но если вы хотите серьезные профиты, то нужно обращать внимание на обстоятельства. И сегодня я расскажу, на какие обстоятельства я обращаю внимание, когда торгую пробой, когда торгую коррекцию и когда торгую разворот. Итак, возьмем любой инструмент, в моем случае это индекс NASDAQ, минутный график. Естественно, речь идет про интрадей. Если вы интрадейщик, хотите им стать, то, конечно, это видео для вас. Если вы торгуете часовики, 4-часовики, ну, может быть для вас интересно, конечно, это видео, потому что паттерны, сигналы, они везде одинаковые, просто отрабатываются и работают в таком, да, более крупном масштабе. Так, начнем мы с вами давайте с разворота. Начнем. Все-таки я трейдер разворота, наверное, по большей степени. Мой глаз лучше реагирует на развороты. И нередко оттуда я делаю самые большие профиты. В последнее время стараюсь торговать больше моментум, да, пробои, скоростные движения, но развороты никуда не делись. Итак, разворот. Для этого у меня существует собственный разработанный сигнал, который вы здесь видите, обозначен он стрелкой. Я не буду о нем рассказывать, потому что уже много раз говорил. Но часто меня трейдер спрашивает в чате: Аркадий, ну вот у вас TC Sell, например, или TC Buy, а почему вы здесь не открыли сделку? А почему здесь не открыли сделку? А здесь открыли. Почему? Ведь сигнал был, по правилам все. Вот сегодня я постараюсь на эти моменты ответить. Так вот, меня интересуют обстоятельства. Не просто вот он TC Sell. Ведь вы согласитесь со мной, каждый абсолютно, что вот этот сигнал TC Sell может появиться при разных обстоятельствах. Что я имею в виду разные обстоятельства? Давайте возьмем вот эти два сигнала. Слева TC Sell и здесь. Есть он или нет? Да, конечно. А обстоятельства, которые есть на графике, отличаются или нет между собой? Вот это обстоятельство. Что я подразумеваю под обстоятельствами? Наличие уровня. Что было перед этим? Сделали рынок новый максимум и потом появился TC Sell, либо рынок сделал новый минимум и потом появился TC Sell. Вот если мы возьмем два этих примера, неважно, отработался сигнал или нет. Меня интересуют ситуации, в которых этот сигнал лучше всего отрабатывается. Вот у вас есть сигнал на разворот. Возьмите его в одних обстоятельствах, в других, и сравните эти обстоятельства. Проведите исследовательскую работу над тем, не просто, вот знаете, как некоторые: ой, сигнал я продаю, потому что это мой сигнал, я здесь поправил. Круто, молодец. Но еще раз, вот еще второй пример, давайте его тоже рассмотрим. Хороший пример. Вот здесь, например. Вот он, видите? Вот сигнал TC Buy на уровне, две точки касания. Вот TC Sell на уровне. Между ними есть разница, между этими двумя сигналами? Есть. И не потому, что этот лосс, этот профит. Нет. Давайте посмотрим поглубже. Какая разница между ними? В одном из своих видео предыдущих я говорил про тип сигнальной свечи. Тип сигнальной свечи. Тип сигнальной свечи есть следующая характеристика. Свеча, над которой появился мой сигнал, в данном случае TC Sell, закрывается на 20% своего минимума, да, если это медвежья нисходящая свеча, это раз. Второе, в идеале она закрывается ниже минимума предыдущей свечи, это 2. Здесь мы видим 1, 2, 3, 4, 5 свечей. То есть мы закрылись телом ниже минимума вот этих 5 свечей, и эта свеча закрылась на своих практически минимумах 20%. Я на это постоянно обращаю внимание, когда дело касается входа в позицию. То есть как закрылась свеча относительно самой себя, где наверху или внизу, если она бычья, то меня интересует верхняя шапка, да, свечи, где ее тело, и если медвежья, то нижняя. Да. Чем меньше тень, тем лучше для меня. То есть чем полнее, скажем так, свеча, тем лучше.
Вот что значит посмотреть на обстоятельства конкретной ситуации. И вот две ситуации один в один во флете. То есть мы видим, рынок балансирует между сопротивлением. То есть он, что значит во флете? Две точки касания у меня есть слева, вот здесь, да или нет, да. Две точки касания у меня есть слева, здесь, да или нет, да. Соответственно, третье касание, сигнал sell. Да? Третье касание, сигнал buy. Ну, давайте посмотрим на обстоятельства вот этой свечи. Мы видим, что эта свеча не смогла телом закрыться выше максимума этой свечи, вот этой. То есть мы сохранили вот эту зону, не смогли уйти выше. Угу. Да или нет? Да. Это не значит, что все такие сигналы будут, скажем так, рынок будет их игнорировать, она может легко отбиться. Но еще раз, меня не интересуют вот такие ситуации, меня интересуют идеальные условия, в которых я могу торговать этот сигнал. Лучшие сетапы. Тогда я могу взять больше объем, потому что это лучший сетап. А бывает такое, трейдер говорит, и вот я раньше также делал периодически. Ну, в принципе, здесь выше не закрылись, ну, TC buy, да вроде тренд-фильтр желтый, два точки касания, попробую купить, ну, возьму небольшой объем. То есть ты сам не настолько убежден, не то что убежден, не настолько веришь в этот сетап, да, и оцениваешь его тоже так скептически, не настолько, что стоило бы его торговать, но все равно открывай сделку, ну потому что, ну я же сижу, что я сижу, просто так, что надо сделку открыть. И твой трейдинг превращается то есть самоцель не находить хорошие сделки, чтобы зарабатывать деньги, а просто находить сделки, ну, открывать позиции, просто открывать сделки. Да. Ведь хороший сетап, хорошую ситуацию нужно ждать. Она не появляется каждые 5 минут. Вот мои обстоятельства на разворот. Есть еще дополнительные обстоятельства, например, паттерны. Это более консервативная торговля. Например, мы можем дождаться паттерна. Вот здесь мы видим РВ, разворотная вершина. Либо слабая вершина, либо другой наш паттерн. Две точки касания, закрылись ниже минимум предыдущей свечей, сигнальная свеча на своем минимуме, обязательно наличие TC-sell сигнала. Можно посмотреть на тренд-фильтр желтый, но это не так принципиально для меня. Угу. То же самое здесь. Например, вот здесь моя свеча не закрылась выше, да? Но я могу сказать, хорошо, давайте я дождусь паттерна. Да, здесь появится паттерн, и затем я зайду тогда. То есть, таким образом, увеличивая, добавляя вот этот критерий, я увеличиваю вероятность этого события, отработки моего сигнала. Если вы понимаете, о чем я говорю, и понимаете важность работы именно над качеством. Некоторые трейдеры, это сигнал, и тот сигнал, и мне и туда, и туда, и туда. Угу. И здесь вы везде видите сигналы. Поработайте над качеством одного, двух, трех сигналов. Вот у меня в фокусе внимания моем 3 основных сигнала. Это развороты. Сейчас мы перейдем к пробоям и коррекции. С коррекцией вообще намного проще. Там, в принципе, один сигнал я торгую. Одну комбинацию, скажем так. Но там тоже есть обстоятельства, которые ее делают лучше или хуже. Угу. Зафиксируй этот момент, да? Берите свои сигналы и работайте с ними именно в таком ключе. Именно в таком ключе. Нет своих сигналов, нет своей системы. Добро пожаловать к нам. У нас осталось всего лишь 12 купонов подарочных на обучение по любой системе, либо с помощью любого робота. Ссылка под этим видео. Теперь второй сигнал. Пробой. У меня на самом деле сигналов на пробой много. Я беру сейчас живые примеры, которые у меня были, статистику вот последнего дня, пятницы, я разбирал, посмотрите обязательно. Предыдущие дни мы тоже смотрели. А вот здесь. Сейчас я применю свой шаблон. Насдаковский. Эти уровни сразу появились. Один из моих сигналов на пробой – это пробой уровней. Уровни Range Trader. Уровни Range Trader – это система, да, построена на уровнях поддержки и сопротивления, которые формируются внутри дня. Основные из них Resist, Support, MP. Да, вот вы их видите, и от них идут вверх сопротивление R1, R2, R3 и S1, S2, S3 зоны поддержки.
Но сигнал на пробой возникает как раз возле красного resist или зеленого support. И как я его торгую, какие обстоятельства предшествуют этому. Опять мы возвращаемся с вами к контексту рынка. Вот был пробой, вот сам сигнал. Вот смотрите, когда у вас сигнал, вы стоите перед выбором, принять его или нет. Если вы не знаете вот эти четкие правила, насколько хорош ваш сигнал в конкретных обстоятельствах, то вот у правого края графика вы примете решение на основе ваших ощущений. Не зазорно, это не будет недисциплинированно, если вы не примете свой сигнал, который по правилам, но в плохих обстоятельствах. Под плохими обстоятельствами мы можем понимать не только свечу, там, которая как-то закрылась выше-ниже, не только тренд, там, но и волатильность, например, рынок вообще не ходит. Бывают такие дни, когда рынок проходит едва там 10 пунктов, но ты видишь свой сигнал, а надо ли тебе там торговать? Нет, надо, потому что у меня сигнал. Моя практика и обучение, и работа с графиком показывает, что такой способ работает. Он приносит деньги, бесспорно, потому что если вы тестировали сигнал, все, он работает, он будет приносить, да, будут перепады, но реально хорошие деньги, еще раз я подчеркиваю это, будут приносить вам именно подход с позиции обстоятельств. Понимаете, нет? Если да, ставьте лайк, пишите свои вопросы, если вы новенький и думаете, что такое происходит. То есть вы разработаете, найдите, купите, я не знаю, создайте сигнал, паттерн, систему. Да, потому что система – это совокупность, определенная совокупность правил вокруг конкретного сигнала, по большому счету. Поэтому я рекомендую начинать с самого сигнала, а потом вокруг него создавать там фильтр, например, фильтр тренд, либо против тренда, там еще какой-то уровень без уровня. Сигнал вокруг него так проще, чем сначала я там ищу уровень, потом я смотрю тренд, потом между сигналом. Не, это долго, это не факт. Сначала паттерн найди или сигнал, который постоянно повторяется на графике, который легко визуально воспринимается. Вот смотришь на него, вот пробой, легко же каждый видит. Пробой, да или нет, да. И смотри на контекст рынка. То есть с обратной стороны. Не сначала, как лесенка. Построил, уровни на весь экран, сидишь такой, ждешь, когда цена до этих уровней дойдет. Так, дошла, хорошо, теперь паттерн. Это работает. Но еще раз, это немного другой способ, он так простой, но позволит вам эффективнее проводить время у экрана монитора. Ведь я не сразу к этому пришел. Возможно, многие из вас так давно делают, и вы прекрасно себя чувствуете. Да? Но мне потребовалось много времени, чтобы понять, как я могу больше делать профитов. Но это с опытом, это невозможно. Вот раз, все, сел и все. Поэтому трейдеры посещают чат, поэтому трейдеры задают там вопросы. Они видят в реальном времени все вот эти моменты, обстоятельства и могут проецировать на свой график, не копировать, а проецировать и моделировать для себя, развиваться самому вокруг, внутри системы. И создавать свою рутину вокруг этого всего процесса. Вот тогда есть большие шансы, что вы станете зарабатывающим трейдером. Так вот, пробой. Класс. Все видят его пробой? Его пробой. Все видят пробой этого уровня? Класс. Отлично. Какие еще обстоятельства здесь? Да. Давайте чуточку уменьшим график. Вместе с вами посмотрим, что мы еще видим на графике здесь. Мы видим, что рынок пробил мой уровень красный, находясь выше уровней максимума в предыдущей сессии. То есть, о чем это мне говорит? Что рынок достаточно сильный. Если пробой вот этих уровней случается тогда, когда цена находится выше максимума текущего дня, то есть азиатской и европейской сессии. Вот Америка началась, вот американская сессия вот здесь. А вот Европа. И вот максимум Европы. Вот еще структура. И момент пробоя вот здесь был выше, да или нет, да. То есть это мне что-то говорит, ведь пробой может быть внутри уровня максимум, да? Например, вот где-то здесь. Да или нет? Да. Разные ли это обстоятельства, которые предшествуют этому пробою? 100%, да.
В каких ситуациях будет работать лучше пробой? В этой ситуации. Хорошо, дальше я смотрю на обстоятельства. И это все в единицу времени, не надо там что-то анализировать, ты сразу это видишь на графике, в моменте. Что еще за обстоятельства? Какие? Я могу посмотреть вниз, это мне очень нравится обстоятельства, особенно когда дело касается пробоев. Вниз мой тренд-фильтр. Не то, что он зеленый, это пустая информация. А когда он стал зеленый до пробоя, сколько времени прошло? Сколько столбиков здесь? Ну, давайте вот так возьмем. 10 минут. Чем быстрее это происходит, в том смысле, если это между этими двумя событиями, вот как тренд-фильтр впервые стал зеленым, и случился пробой, не так много времени, то пробой обычно хороший. Пробой хорошо работает. Но это вокруг моих правил, моей системы. Понимаете? Это часть обстоятельств, да, но это моя рутина. Я показываю, как она выглядит у меня. Также мы здесь видим сигнал, скажем так, сигнал совпадения. Мы пробили еще мой максимум вот этого стрелочного. Одно из моих правил, если мы пробили максимум стрелочного сигнала, по тренду покупаем. То есть здесь совпали условия, и это добавляет, скажем так, силы, да или нет? Да, конечно. Понимаете, да? Это не значит, что это стопроцентный сигнал, рынок его сейчас отработает на 100%. Нет, мы говорим, что вероятность выше, чем в других условиях. Сигнал может быть корявый, косой, кривой, отработаться? Да, конечно. Но еще раз, мы не берем одно обстоятельство, мы берем совокупность сигналов. Да, точнее, совокупность повторений, да, большое количество повторений, не один трейд, не одну сделку. Да, иногда бывает досадно, смотришь, ну, вроде какие-то корявые косые условия, а он бац, и взял и шарахнул, да, отработал твой сигнал. Ну и ладно. Есть еще ряд обстоятельств, но все не буду раскрывать. И все это в моменте читается, и мы с трейдерами заранее это видим. На графике можем посмотреть и понять. Мы же знаем, если цена уже подходит, если будет пробой, то какие обстоятельства перед этим. Да, конечно. И поэтому, когда возникает такой вопрос, а почему вот здесь не было сделки, а почему вот здесь не было сделки, то вариант А, вы не посещаете чат, вариант Б, вы не смотрите закрытые тренинги, вариант С, вы еще не получили эту информацию. 3 варианта.